До начала вязания мне нужно оставить длинный хвостик, которым я буду закрывать ряды. Этот хвостик я беру в руку и формирую им кольцо амигуруми. Вытаскиваю петлю и провязываю в кольцо 6 столбиков без накида. Вытаскиваю хвостик из кольца, складываю вязание пополам и затягиваю хвостом кольцо. Теперь мне нужно закрыть ряд с помощью длинного хвостика и сформировать крышечку первого столбика. Я убираю крючок из рабочей петли, вытягиваю рабочую нить, завожу крючок под 2 петельки, беру хвостик, протягиваю его как рабочую нить, нахожу первую горизонтальную косичку, завожу под нее хвостик, возвращаюсь к столбику, сформированному хвостиком, нахожу перемычку, провожу под ней крючок и под задней дужкой кромочной косы завожу хвостик. Формирую крышку по размеру, как остальные петельки кромочной косички, чтобы она у меня ничем не отличалась. Эта петля, она не должна ничем отличаться от этих. Рабочей петлей, рабочей нитью затягиваю перемычку. Вот нить у меня выходит под этой кромочной косичкой, я начинаю вязать с нее. Так провязываю первый ряд, делая в каждую кромочную косичку по одной добавке. И теперь в этом ряду мне нужно провязывать одну петлю в одну и 2 в одну. Одна в одну и следующая 2 в одну. Последнюю кромочную косичку я также провязываю одну, а вторую закрываю хвостиком. В следующем ряду я начинаю ориентироваться по схеме вязания. Мне нужно сделать 2 петли одна в одну и одна с добавкой. Но чтобы у меня получился круг, а не многоугольник, мне нужно соблюсти следующую формулу. Я нахожу добавку и следующую косичку после нее я провязываю добавление. То есть в этом ряду
Первой у меня будет добавка. Далее я провязываю 2 одна в одну и снова делаю добавление. Этот ряд у меня заканчивается 2 петлями одна в одну. Такой ширины круга мне достаточно. Сейчас я его отпарю. А вы, если хотите сделать его еще больше, то дальше действуйте по аналогии, провязывая один дополнительный столбик без добавки и ориентируясь по своей схеме. То есть сейчас я буду начинать вязать отсюда. Я провяжу 2 столбика без добавки, потому что у меня здесь столбик с добавлением, а после этого столбика в эту кромочную косичку я провяжу столбик с добавлением. Потом пропущу 5 петель и ориентируюсь по схеме. После добавления в прошлом ряду в эту кромочную косичку провяжу снова 2 столбика. Вот такой аккуратный круг у меня получился. Пользуйтесь моим небольшим советом на здоровье. Надеюсь, мой выпуск оказался для вас полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!